Привет, Арми. Сегодня мы погрузимся в историю, которую годами могли почувствовать лишь по взглядам, улыбкам и маленьким моментам, которые мир часто упускал из виду, но не наше сердце. Историю, которая нежно шевелилась со времен нашего стажирования, а затем переросла во что-то такое большое, такое прекрасное и такое полное тайн. Долгое время между Тэхёном и Чингуком что-то было, вибрация, которая никогда по-настоящему не исчезала, просто ожидая подходящего момента, чтобы проявиться. Мы видели это без слов, без признаний, только через язык тела, слишком честный, чтобы его скрывать. И вот уже более 10 лет Арми молча наблюдают за танцем двух душ, ищущих друг друга, несмотря на стремительное вращение мира. Сегодня мы снова пройдем этот долгий путь. Путь, полный маленьких знаков, едва заметной ревности, нежных взглядов и инстинктивной защиты, которую Чон Чингук всегда излучал от Ким Тэхёна. Путешествие, которое постепенно сформировало в наших сердцах уверенность в том, что их отношения – это совсем необычные отношения. И вот момент, которого все ждали, момент, который ощущался как мощное землетрясение в фандоме, наконец настал. Признание, рожденное не слухами, не монтажом, а голосом самого Чингука. Признание настолько искреннее, что тысячи людей затаили дыхание. Итак, приготовьтесь. Потому что сегодня мы обсудим серьезные изменения, потрясшие мир Арми. История, которая жила в домыслах, наконец-то обрела голос. Эти вибрации были там все это время. Словно безмолвный электрический ток, текущий между ними. Ощущаемый каждым, кто обращает на это внимание. Более 10 лет мир Арми был безмолвным свидетелем танца столь сложного и прекрасного, танца двух душ, кажущихся связанными невидимыми нитями. И сегодня, сегодня, в этот, казалось бы, обычный день, это землетрясение наконец-то произошло. Толстые стены, которые Чон Чингук возводил годами, наконец рухнули. И из-под обломков появилась правда такая сильная, такая чистая, что она лишила дара речи миллионы сердец. Ее истинные чувства к Ким Тэхёну наконец-то раскрылись. Представьте себе репетиционную комнату в их ранние годы. Воздух, пропитанный потом и амбициями. Вот юный Чон Чингук с необузданным, жгучим талантом и глазами, полными сомнений. А перед ним Ким Тэхён, буря креативности и уникальности. Со смехом, способным растопить лед, и свободным духом, который был так заразителен. Они были полными противоположностями. По-своему, волшебным образом, Тэхён подошел к застенчивому парню из Пусана не силой, а с терпением звезды, понимающей свой собственный свет. Он первым мягко расколол панцирь Чингука, показав ему, что быть хрупким не значит быть слабым. И оттуда, под грохот музыки и отражение в зеркале для репетиций, было посажено семя, которое выросло в гигантское дерево. С такими глубокими корнями, что его невозможно вырвать с корнем. Мы, Арми, археологи любви. Мы копаемся в каждом видеоклипе, в каждой фотографии. Собираем воедино улики, говорящие на языке, понятном только сердцу. Вы когда-нибудь замечали? Когда Тэхён говорит, мир вокруг Чингука иногда словно расплывается. Камере даже удается поймать момент, когда взгляд Чингука падает на Тэхёна. Это необычный взгляд. Это глубокий взгляд, полный восхищения, преклонения. Настолько искренний, что почти больно. Его обычно острый, сосредоточенный взгляд внезапно смягчается, отражая тепло, которое он приберегает только для особых моментов. В толпе из 60 тысяч человек он всегда находит Тэхёна. Как будто безмолвно спрашивающего: «Ты в порядке?» Это взгляд того, кто не просто смотрит, а наблюдает. Взгляд, который говорит: «Ты – самое прекрасное зрелище среди всего этого хаоса». Чингук, сильный золотой макне, превращается в защитника, когда речь заходит о Тэхёне. Взгляните, как его рука почти инстинктивно касается спины Тэхёна, когда тот переходит оживленную улицу. Или как он обнимает Тэхёна за плечо, притягивая его ближе, словно укрывая от всего мира. Это не просто дружеское прикосновение.
Это инстинкт, мучительное желание убедиться, что самый дорогой ему человек всегда в безопасности, всегда рядом. Как будто одним этим прикосновением он мог передать все свои невысказанные чувства прямо в душу Тэхёна. И это было самое сладкое. Кто забудет внезапное кислое выражение лица Чингука, его слегка увядающую улыбку, когда Тэхён шутил с другими участниками группы, такими как Чимин или Джин? Это выражение возникло словно из ниоткуда, неподдельное, непритворное. Это была самая честная реакция. Безмолвное признание. Я хочу быть самым близким тебе человеком. Мне нужен твой смех и твоя нежность. Эта маленькая вспышка ревности была как молния среди ясного неба, напоминание о том, что под своей холодной внешностью Чингук таил огромное сердце для Ким Тэхёна. Все эти доказательства так и не были выражены. Только язык тела, только чувства. Пока все не изменилось благодаря тихому интервью. Тема была легкой – путешествие, семья, значение дома. Интервьюер, обладая острой интуицией, незаметно задал вопрос о его отношениях с Тэхёном. Обычно Чингук отшучивался, уклонялся от ответа или скрывал ответ за робкой улыбкой. Но не в этот раз. На этот раз он молчал. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Воздух стал тяжелее. Камера уловила блеск в его глазах, отстраненный взгляд, словно он собирался с духом, который копил последние 10 лет. На его лице появилась легкая улыбка, не радости, а облегчения, улыбка человека, наконец-то готового сбросить с плеч тяжелое бремя. Он взял глубокий вдох и слегка дрожащим, но четким голосом. Наконец-то прозвучали слова. «Все знают, что я люблю ее. Но, возможно, никто не знает, насколько сильно. Тэхён Хён, он для меня не просто Хён. Он – цвет моей жизни. Когда мой мир казался черно-белым, он пришел со всей радугой и раскрасил его в золотой, фиолетовый и синий. Он был голосом, который успокаивал меня, когда моя голова была полна шума. Он был домом, куда я приходил, когда уставал быть Чон Чингуком из BTS. Я не могу представить ни дня в этом путешествии без него. Он недостающая частичка моей души. Любить его – самое естественное, что я когда-либо делал. Как дышать? Эти слова повисли в воздухе, полные силы и уязвимости. Не было спланированным или отточенным заявлением. Это было переполнение сердца, которое было слишком полно. Это было признание. Признание настолько честное и откровенное, что не оставалось места для сомнений. И мир взорвался. 10 лет анализа каждого взгляда, каждого прикосновения. Сегодня Чингук подтвердил все, что я когда-либо чувствовала. Я плакала. Написала одна поклонница, которая следила за ними с момента дебюта. Другая поклонница мудро написала: «Они учат нас, что у любви много языков. И язык любви Тэкука самый универсальный, он состоит из верности, нежности и смелости признаться». С признанием Чингука открылась новая дверь. Что это значит для их будущего? Никто не знает. Их отношения могут измениться, а может, даже стать крепче в этой новой тишине. Но одно можно сказать наверняка: сегодняшнее признание Чингука – это не конец. Это начало. Начало главы, в которой им больше не нужно скрывать глубину своих отношений. Начало истории, где их любовь, какую бы форму она ни приняла, будь то глубочайшая братская любовь или связь двух душ, превосходящая все границы, может дышать свободно. Они прошли через все вместе, от мечтательных подростков до мировых легенд. И все это время за ослепительным светом сцены. Среди аплодисментов миллионов и огромного давления. У них было только друг друга. И что бы ни готовило будущее Тэхёну и Чингуку, одно можно сказать наверняка: они вместе пережили бури, выросли вместе и нашли силу друг в друге. Друг друга, несмотря на блеск и гламур. Пока они берегут друг друга, мир всегда будет немного теплее. Спасибо за просмотр, Арми. Продолжайте дарить любовь, а не ненависть.
Оставайтесь и будьте для них безопасным местом, так же, как они были светом для нас. Увидимся в следующем видео. Берегите себя, берегите свои сердца, как всегда, не дайте угаснуть фиолетовому духу.